Всем привет! Сегодня мы поговорим о громовом драконе. Данного зверя рекомендуют всем магическим героям, таким как Лорд Стихий, Маг Ордена Розы, Рафа и другие, из-за его основной ветки талантов дальней. В частности, главный талант направлен на повышение атаки и защиты для солдат дальнего боя. Но в связи с последними изменениями, обновлениями у данного зверя появился небольшой минус. Минус этот связан с его основным навыком, который наносит огромный урон вражескому отряду и имеет шанс сделать так, чтобы цель промахнулась. Но, к сожалению, цель, на которую громовой дракон нанес урон, скорее всего, не доживет до своего хода, потому что изменили механику боя и сделали так, что атакуют юниты дальнего боя именно того, у кого суммарное здоровье меньше. В данном случае как раз теряется смысл такого понятия, как танк, потому что у танка здоровья обычно больше, и, соответственно, не будут атаковать центральный стак юнитов, а будут атаковать более слабые цели по здоровью. Сейчас мы в бою видим, наш громовой дракон нанес урон Снежной Королеве. И после этого все юниты стали атаковать именно ее. Как видите, она уже у нас умерла, и остались остальные стаки. Соответственно, не дожив до своего хода, мы не увидели, сработал ли навык громового дракона и действительно ли цель промахнулась бы потом. Что я имею в виду под суммарным здоровьем? Если мы возьмем любой стак юнитов, например, в данном случае джины 3708, и умножим на их здоровье 1041,5, мы получим общее здоровье именно этого стака. По такому принципу вы можете определить у себя, кто у вас самый слабый и кого будут бить. Сейчас некоторые игроки специально бывших своих танков ставят немножко меньше, чтобы именно их атаковали первыми и не трогали остальные цели, как бы остальные юниты, чтобы они доживали до своего хода. В принципе, такое реально, но опять-таки, смотря кто твой соперник. Если это будет какой-то сильный соперник, то это, понятное дело, не сработает. Далее. Что касается самого зверя и навыков и талантов, которые у него есть хорошие. Таланты в дальней ветке в основном направлены на, точнее, они только направлены на дальних героев. Мы видим здесь и увеличение морали, и увеличение урона. На 7-й звезде, напоминаю, вы уже получите на максимуме вот этот главный навык, талант дальний бой. И после этого будете думать, куда вам пойти дальше. Я советую взять мораль из одной ветки и после этого пойти в ветку командования. Почему так? В данной ветке обнаружились очень хорошие таланты, которые при сборе дают вам повышенный урон. Вот первый такой талант. Если более 3 героев мобилизации, то все солдаты получают плюс 7,5 урона. И тут же параллельно идет второй такой же талант, только уже более 5 героев, и тогда все солдаты у вас получат плюс 15% урона. Согласитесь, это хорошая прибавка. Соответственно, навыки. Сложно что-то советовать конкретное. Тут каждый экспериментирует по-своему, но все-таки рекомендую поставить повышенную мораль, повышенную удачу и урон. Также, учитывая, сколько урона он дает вам в талантах, навык не будет лишним. Также хотелось бы сказать
по поводу новых навыков. Самое актуальное на данный момент, возможно, это будет понижение морали. Соответственно, если повышение морали нам дает 12, то и понижение у легендарного на 10 уровне также снижает 12 мораль. Поэтому есть смысл ставить и тот талант, и другой талант. Тут уже каждый выбирает сам себе. Что касается остальных талантов, необходимо еще немножко потестировать, и тогда что-то можно будет сказать более конкретно по ним. Пока что лучше придерживаться все-таки старых наборов, которые игроки уже проверили, и многие советуют именно такие наборы, как вы видите на экране. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Если у вас будут какие-то вопросы или комментарии, предложения, пишите обязательно нам в комментариях. Я на все вопросы отвечу. Всем спасибо, до свидания.